Вы открываете дверь, и вместо обычной детской комнаты видите ракетный ангар, лаборатории будущего и коридоры, в которых рождаются самые обсуждаемые технологии мира. Это не фантазия, это повседневность детей Илона Маска. Но чем глубже мы заглядываем в их мир, тем отчетливее понимаем, здесь не все так гладко, как кажется. Одни дети живут среди роботов и прототипов, другие растут в тени высокой фамилии и пытаются строить собственную жизнь. Есть истории яркие, вдохновляющие, есть тихие и почти скрытые от публики. А есть такие моменты, которые даже самые внимательные поклонники Маска слышали лишь в общих чертах. В этом ролике вы узнаете, как выглядит детство, где технологии заменяют обычные игрушки, какие редкие факты о семье Маска долго оставались за кадром, и почему судьбы его детей такие разные, будто принадлежат не одной семье, а нескольким параллельным мирам. Мы собрали все самое интересное, редкое и удивительное, и уже через несколько секунд вы увидите историю, о которой принято говорить тихо, но которую невозможно забыть. Готовы? Тогда начнем. Luxury Insight. Представьте себе утро, когда обычные школьные сборы заменяют путь к ракетному цеху, а вместо детской площадки – ангар с блестящими прототипами кораблей. Для сына Илона Маска по имени XAAX, которого в семье и прессе чаще называют просто X, такое детство стало нормой. X появляется рядом с Илоном на объектах SpaceX и Tesla, слушает разговоры взрослых о двигателях и орбитах и с ранних лет живет буквально внутри технологической вселенной отца. Музыкант Граймс, мама Икса, в интервью не раз говорила, что ее сын обожает технику и ведет себя как маленький инженер, когда попадает в мир ракет и роботов. Для зрителя это сразу открывает первую дверь этой истории. Да, речь пойдет о роскоши и большом капитале, но еще сильнее о том, как дети Илона Маска растут внутри огромной технологической империи, где повседневность переплетена с будущим. X, который родился в 2020 году, всего несколько лет, а он уже успел побывать там, куда большинство людей попадает разве что на экскурсию. Его детство связано с перелетами, заводами, лабораториями и вниманием камер, и это только начало нашего путешествия по этой необычной семье. Пока X идет рядом с Илоном по цеху, где собирают космические ракеты, мы, как зрители, словно отходим на шаг назад и видим всю картину. За этим мальчиком стоит целая династия, большая, сложная и очень разная. У Илона Маска на сегодняшний день, по данным СМИ, не менее 14 детей от 4 разных матерей. Это необычно большая семья, и каждая история в ней будто открывает отдельный мир. С первой супругой, писательницей Джастин Уилсон, Илон Маск воспитал 5 детей – близнецов Гриффина и Вивиан Джену Уилсон, ранее Кзевиер, а также тройняшек Кая, Саксона и Демьяна. Позже, уже с музыкантом Граймс, у Илона появились дети, которых знают по необычным именам – XAAX, Exa Dark Sideral и Techno Mechanicus. Отдельная линия – дети Илона Маска и топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис, близнецы Страйдер и Эжур, а также младшие Аркадия и Селдон Ликургус, о которых известно совсем немного. В некоторых публикациях упоминается и еще один ребенок с блогером Эшли Сент-Клэр, но сам Илон Маск публично это подробно не обсуждает. Если представить эту семью как карту, то в ее центре Илон Маск, а вокруг расходятся ветви. Одни дети делают первые шаги в мире науки и искусства, другие уже учатся в университетах и строят собственные карьеры. X только одна из этих ветвей, но именно через его детство проще всего увидеть, как устроена жизнь внутри этой необычной династии. Когда имя ребенка XAAHI, оно само по себе превращается в историю. Граймс рассказывала, что буква X означает неизвестную переменную. Сочетание связано с эльфийской эстетикой и технологиями, а часть AX отсылает к авиации и кодификации, важной для Илона Маска. Но за этим символизмом стоит живой мальчик X, который идет рядом с отцом по коридорам заводов и, по словам Граймс, с детства тянется к инженерным задачам. Мир Икса — это частые перемещения между разными локациями, объекты SpaceX, гигафабрики Tesla, лаборатории, офисы.
Журналисты и очевидцы не раз замечали, как Икс оказывается рядом с Илоном Маском во время рабочих поездок. Он присутствовал на мероприятиях, посвященных развитию компаний, попадал в объективы камер на фоне ракет, электромобилей и роботов. Для Икса это не просто красивые декорации. Когда ребенок растет в окружении инженеров, программистов и дизайнеров, он впитывает сам стиль общения и мышления. Илон Маск публично говорил, что любит показывать Иксу, как работает реальный бизнес, от конвейерных линий до испытаний технологий. В результате детство Икса выглядит как постоянный бэкстейдж больших проектов. Там, где другие видят лишь новости, Икс видит людей, чертежи и рабочие моменты. При этом вокруг Икса всегда есть тема личного пространства. Граймс открыто говорила, что просила и Илона Маска, и публику как можно меньше показывать детей в интернете и давать им больше приватности, подчеркивая, что известность — это то, на что человек должен осознанно соглашаться. Так формируется еще одна грань жизни Икса. С одной стороны, внимание прессы к семье Илона Маска, с другой — попытка родителей защитить ребенка от лишнего интереса. Другая линия этой истории – Вивиан Дженна Уилсон, старшая дочь Илона Маска от первого брака с писательницей Джастин Уилсон. Ее путь сильно отличается от жизни младших детей. Вивиан родилась в 2004 году в Лос-Анджелесе и долгое время была известна под именем Кзевиер. Со временем Вивиан осознала свою идентичность, изменила имя и в 2022 году официально получила новые документы, взяв фамилию матери Уилсон. Этот шаг был не только юридическим, но и личным. В своем заявлении Вивиан подчеркивала, что хочет дистанцироваться от отца и строить собственную жизнь отдельно от фамилии Маск. Позже Вивиан Дженна Уилсон начала активно вести социальные сети, стала заметной фигурой в медиапространстве и стала делиться своими взглядами на мир и опыт взросления в семье, о которой знают во всем мире. В интервью она открыто говорит о сложных отношениях с Илоном Маском, о том, как по-разному они смотрят на важные для нее темы. Здесь драма не в громких скандалах, а в человеческом выборе. Бывшая девочка из богатой семьи сознательно уходит из тени известного отца, выстраивает собственную карьеру, пробует себя в творческих проектах и публичных выступлениях. Вивиан Дженна Уилсон показывает, что даже внутри очень обеспеченной семьи может быть история, где главное не привилегии, а поиск себя и личной независимости. Рядом с этим контрастом встает еще один мир, почти противоположный по настроению. Так описывают сына Илона Маска и Граймс по имени Техномеханикус, которого в семье называют Тау или Тао. О нем известно значительно меньше, чем о Иксе и Экса. Родители сознательно стараются оставлять Тау вне лишнего внимания прессы, и Граймс не раз подчеркивала, что хотела бы для детей более спокойного информационного фона. Тем не менее, сама идея имени Техномеханикус многое говорит о подходе Илона Маска к детям. Это снова сочетание технологии и образа будущего. Хотя о повседневной жизни Тау в открытых источниках почти нет конкретики, понятно, что он растет в той же реальности, где на соседней площадке могут обсуждать запуск ракеты или разработку нейросетей. Если Икс и Экса уже успели стать героями новостных заметок, Тау остается почти невидимым ребенком внутри этой истории. И именно это делает его линию особенной, иллюстрирует, как Илон Маск и Граймс балансируют между публичностью и стремлением защитить часть семейной жизни от камеры. Мы не знаем, будет ли Техномеханикус в будущем интересоваться программированием, музыкой или чем-то совершенно иным. Но уже сейчас видно, что даже выбор имени для Тау продолжает общую линию. Мир Илона Маска и его детей – это пространство, где детство почти всегда связано с технологиями и экспериментами. В 2024 и 2025 годах в этой же ветви появляются новые имена – Аркадия и Селдон Ликургус, младшие дети Илона Маска и Шивон Зилис. О них известно совсем немного, в основном по редким комментариям самой Зилис, которая с теплотой говорит о младшем сыне и подчеркивает, что семья предпочитает спокойный, не слишком публичный образ жизни. Аркадия и Селдон Ликургус с первых месяцев жизни оказываются в уникальной среде. Их родители работают на стыке передовых технологий и нейроинженерии, а старшие брат и сестра, Страйдер и Эжер, уже задают ритм семейного дома.
Для этих малышей путешествия в офис могут означать вовсе не скучные кабинеты, а комнаты с необычными устройствами, роботизированными системами и экранами с визуализациями данных. При этом и Илон Маск, и Шивон Зилис в публичных высказываниях подчеркивают важность именно семейной составляющей – прогулок, игр, совместного времени. Даже если вокруг высокие технологии, внутри дома для Аркадии и Селдон Ликургус в первую очередь создают атмосферу тепла и стабильности. Так мы видим еще одну грань династии Маска – дети, которые практически не появляются в новостях, но живут в самом центре одного из самых обсуждаемых направлений современной науки. Вернемся к старшей ветви семьи. До рождения Икса и младших детей мир Илона Маска уже делили между собой Гриффин, Вивиан Джена Уилсон, Кай, Сексон и Дэмиан, дети от первого брака с Джастин Уилсон. Эти старшие дети росли в другое время, когда компании Илона Маска только набирали обороты, а общественный интерес к его персоналии только формировался. Они учились в школах, которые в СМИ описывали как престижные, и уже тогда были окружены тем, что сегодня кажется привычной частью биографии Илона. Поездки между США и Канадой, рабочие поездки отца, первые публичные мероприятия. Сегодня Гриффин, Кай, Сексон и Дэмиан постепенно выходят на самостоятельный путь. В медиа время от времени появляются заметки о том, что они связаны с учебой в университетах, интересуются инженерией, искусством или музыкой, но в целом старшие сыновья Илона Маска гораздо менее публичны, чем их младшая сестра Вивиан и дети от Граймс. На фоне ярких новостей о необычных именах и технологичных проектах, старшая пятерка показывает другую сторону жизни в этой семье, более спокойную, размеренную, с акцентом на образование и личный выбор. Здесь меньше громких заголовков, но именно эти дети первыми прожили опыт взросления в тени быстро растущей карьеры Илона Маска и его постоянно меняющегося графика. Объединяет все эти разные истории одна важная тема – желание Илона Маска дать детям доступ к миру технологий и знаний, который он сам создает. В биографии и интервью Маска не раз описывали его подход к образованию. Он скептически относился к классическим школьным моделям и в свое время даже создавал собственную небольшую школу для детей и детей-сотрудников, где делался упор на проектную работу, решение задач и развитие логики, а не только на запоминание фактов. Хотя сейчас эта школа не так часто обсуждается в новостях, подход Илона Маска к воспитанию чувствуется во всех ветвях семьи. Икс, по словам Граймс, с ранних лет наблюдает за реальной инженерией вместо того, чтобы только читать о ней в учебнике. Экса Дарксайд Эрл получает доступ к инструментам, которые соединяют искусство и программирование. Тау растет в среде, где разговоры о нейросетях – часть обычного дня. Страйдер, Эжер, Аркадия и Селдон Ликургус живут рядом с лабораториями, где изучают взаимодействие мозга и технологий. Даже старшие дети Гриффин, Кай, Сексон, Дэмиан и Вивиан Джена Уилсон в своих интервью и биографиях так или иначе касаются темы образования, университетов, выбора специализации. Кто-то из них тянется к инженерии, кто-то к творческим профессиям, но у всех за плечами уникальный опыт. Они видели, как большие идеи превращаются в компании, а компании в проекты, которые обсуждает весь мир. Таким образом, учебный класс для детей Илона Маска – это не просто парта и доска. Это реальный мир технологий, заводов, лабораторий, творческих студий и, конечно, длительные беседы со взрослыми, которые сами двигают прогресс вперед. Есть еще одна тема, которая почти всегда идет рядом с именем Илона Маска и его детей. Это тема личных границ и спокойной жизни. Чем больше известность, тем сильнее семье приходится думать о том, как защитить детей от лишнего внимания и как настроить комфортный быт при такой публичности. Граймс в своих комментариях прямо говорила, что просила уменьшить количество публикаций с участием Икса и других детей, объясняя это тем, что дети должны сами выбирать, насколько они готовы быть публичными. Она подчеркивала, что известность – это не просто красивые фотографии, а серьезная нагрузка, которая не всегда подходит для маленького ребенка. Вивиан Джена Уилсон, в свою очередь, показывает другую сторону вопроса приватности. Уже став взрослой, она сама решает, о чем рассказывать и как подавать свою историю. В интервью Вивиан подчеркивает, что ее путь – это попытка отделить себя как личность от громкого имени, которое автоматически привлекает внимание.
Для Страйдера, Azure, Arcadia и Селдон Лайкергус уровень публичности еще ниже. Их мама, Шивон Зилес, очень дозированно делится фотографиями и фактами о детях, создавая для них более тихую и защищенную повседневность. В результате получается парадоксальная картина. С одной стороны, дети Илона Маска окружены технологиями и возможностями, которые многим кажутся сказкой. С другой, каждый взрослый в этой семье по-своему пытается найти баланс между открытостью и спокойной личной жизнью наследников. Когда мы оглядываемся на всю эту историю, становится ясно: дети Илона Маска живут не просто в мире роскоши. Они растут на пересечении крупных технологичных проектов, творческих экспериментов и очень человеческих вопросов о свободе выбора, семейных отношениях и праве на собственный путь. Икс идет рядом с Илоном по заводам и космическим объектам и уже в детстве видит изнутри, как собирают ракеты и электромобили. Экса Дарксайд Эрл становится проводником в мир, где искусство переплетается с кодом и цифровыми образами. Техномеханикус остается в тени новостных заголовков, но его имя само по себе говорит о будущем, которое ему прорисовывают родители. Страйдер, Азур, Аркадия и Селдон Люкергус растут рядом с лабораториями Neuralink в спокойной, но очень технологичной среде. Старшие Гриффин, Кай, Сексон, Дэмиан и Вивиан Джена Уилсон уже проходят свой этап взросления, учатся, строят карьеры и решают, какое место фамилия Маск будет занимать в их собственной истории. В этой семье есть и сияющее ощущение возможностей, и тихие, очень личные решения. Кого-то вдохновляет масштаб проектов Илона Маска, кого-то смелость Вивиан Джена Уилсон, которая выбрала независимый путь. Кто-то видит в детстве Икса мечту об идеальной технопесочнице, а кто-то — сложный эксперимент, где вместе с привилегиями появляются серьезные вопросы о личной свободе и приватности. Но при всей разности характеров и судеб всех этих детей объединяет одно — каждый из них по-своему становится частью истории о том, как большие технологии и большое состояние меняют не только мир, но и семейную жизнь. И, возможно, главное, что остается зрителю после этой истории, это вопрос: что важнее, уникальные возможности или право ребенка просто быть собой, даже если вокруг него целая империя? На этом наш финальный раздел заканчивается, а сама история остается открытой, потому что дети Илона Маска еще очень молоды, и самые важные главы их личной биографии им предстоит написать самим. И вот на этом месте наша история подходит к концу. Мы с вами заглянули в уникальный мир семьи Илона Маска, где детство переплетено с технологиями, творчеством и большим будущим. Спасибо вам, что были с нами до последних секунд этого ролика. Если вам было любопытно погрузиться в эту историю, буду очень рад, если вы поддержите канал. Мягко нажмете лайк, подпишитесь и включите уведомления, так вы не пропустите новые выпуски. А в комментариях можете написать, какой момент этой истории запомнился больше всего, и за кем из детей Илона Маска вы бы с интересом понаблюдали в будущем. Ваши мысли, вопросы и идеи помогают делать новые ролики еще интереснее и глубже. Спасибо за ваше время, за внимание и добрую атмосферу в комментариях. Увидимся в следующем видео. До скорого!